Японская философия. Существует несколько сложившихся подходов как к определению, так и к пониманию, что такое японская философия. Японская философия – это философия, раскрывающая мышление Японии. Если, начиная с древних времен, в древние времена было преимущественно сильное влияние синтоизма, анимизма и шаманизма. В дальнейшем проявили себя буддизм, конфуцианство плюс западная мысль. И все это объединилось, смешалось и, соответственно, установился уникальный для Японии мыслительный климат. Также можно сказать, что философия, разработанная в Японии, всегда находилась в тесной взаимосвязи с внутриполитической борьбой за власть. Хотя в академическом дискурсе сравнительных культурных исследований несколько лет назад оспаривалось, существовала ли вообще японская философия или философия в Японии до периода Мэйдзи, в настоящее время на этот вопрос отвечают преимущественно утвердительно, поскольку в Японии уже давно велись интеллектуальные дискуссии по классическим философским вопросам и темам. До сегодняшнего дня обсуждение японской философии часто определялось сильными аспектами Нихон Дзинрона. Нихон Дзинрон, теория о японцах, это комплекс исследований об уникальности японцев. Исследования в рамках Нихон Дзинрон серьезно повлияли на становление японского общества. Вклад в данную теорию на разных этапах ее становления вносили многие социологи, культурологи, психологи, философы и другие исследователи гуманитарных дисциплин. Авторы многих стран по разным причинам в большинстве своем придерживались различных предрассудков относительно надвременного, как бы надкультурного, специфического характера японской мысли времен Какугаку и последующих дискурсивных традиций. Стоит отметить, Какугаку – национальное культурное движение в Японии в период сёгуната Токугава, середина 17 века. Опираясь на национальную японскую религию синто, адепты движения Какугаку и основанная ими школа делали основную ставку на изучение старинной японской поэзии и традиционного японского искусства. Какугаку внесло свой вклад в японскую философию и культуру, придав последние черты оригинальной японской самобытности, узнаваемости среди культур государств Восточной Азии. И из-за недоразумений и ошибочных выводов, которые неизбежно возникали из предположений, недавние авторы утверждают, что вместо того, чтобы говорить о японской философии, лучше говорить о философии в Японии. Также можно сказать, что японская философия исторически представляла собой сплав как местных синтоистских, так и других религий, таких как буддизм, даосизм и конфуцианство. Было сильное влияние как китайской философии, так и индийской философии. Примеры. Митагаку. Митагаку – это философско-научная школа Японии 17-19 веков. Берет свое начало в области Мито, когда Токугава Мицукуни основал в 1647 году исторический исследовательский институт Сёкокан для составления Дай Нихонси – история Великой Японии. И дзен. Дзен – это школа мистического созерцания или учения о просветлении, появившийся на основе буддийского мистицизма. Большая часть современной японской философии находится под влиянием западной философской мысли. С самого начала отношение к философской истине было тесно связано с мифологией Японии, в которой преобладало мнение, что все компоненты реальности наделены языком. Японская мифология, Нихон Шинва, мифология древних японцев, система сакральных знаний, включающая традиции синтоизма и буддизма, а также народные поверья. Религия синто содержит огромное количество ками. Ками в синтоизме – духовная сущность, дух, божество – каждый из которых играет свою особую роль в мифологии. Показательным является также такое понятие, как катадама. Катадама – душа слова, понятие в японской культуре, связывающее с произнесенным словом некие сверхъестественные атрибуты.
Учение Акатадама предполагало, что в каждом слоге японского фонетического алфавита заключена мистическая сила творения, позволяющая воздействовать на мир. Отсюда вытекала идея о невозможности менять нарита, молитва или ее текст, ни единого слога. В этом случае магический эффект может пропасть, а то и вовсе выйти обратным задуманному. Также из этого в итоге делался вывод о наличии у священных текстов тайного смысла, постигнуть который можно, анализируя мистический смысл составляющих текст знаков. Жители Японии впервые познакомились с философскими идеями в период яйой через иммигрантов, прибывших из Восточной Азии. В основном они прибыли из Китая, также из Кореи. Данные контакты в дальнейшем были расширены, велся тесный культурный обмен. Первые японские источники, в которых явно говорится о заимствовании философской литературы, это Кодзики и Нихон Сёки. Кодзики – записи о деяниях древности, крупнейший памятник древнеяпонской литературы, один из первых письменных памятников Нихон Сёки, японская летопись, один из древнейших письменных памятников в Японии. Китайские источники свидетельствуют, что в Японии были знакомы с терминологией конфуцианской философии, включая человечность, мудрость, верность и так далее. Однако в Японии были опущены важнейшие классические конфуцианские идеи. По мнению многих историков, философские основы даосской космогонии были известны уже в период яйой, и они были включены в поддерживающие государства. Однако в дальнейшем они не имели сильного значения для философии в Японии, и только с VII века они приобрели большее значение. Привет! Я продолжу говорить о японской философии. Это вторая часть, всего их будет 6. Буддизм, прежде всего Махаяна дословно «великая колесница», наряду с Тхеравадой, одно из двух основных существующих направлений буддизма, включающее ряд региональных школ, восходящих к сутрам, написанным преимущественно на санскрите и отличающихся по философии, в частности, онтологии и способам практики. Махаяна – великая, большая колесница буддийского пути, проходя по которому буддисты стремятся достичь пробуждения во благо всех живых существ.
В основе теории и практики Махаяны лежит развитие бодхичитты и внеличностной запредельной мудрости праджня парамиты. Праджня парамитта – запредельная мудрость, одна из центральных концепций буддизма Махаяны, принципиально описывающая доктрину дхармы и пустоты шуньяты, кажущейся реальности и пути бодхисаттвы. Был и остается одним из важнейших источников для философских концепций, которые развивались в Японии. Особенно это ярко проявлялось в логике, философии сознания, эстетике, этике и онтологии. Буддийская философия, независимая по крайней мере по фактическим вопросам от чистой веры, была посвящена прежде всего таким концепциям, как 3 характеристики бытия, 4 благородные истины, 8-ричный путь, теория взаимозависимого возникновения. Сейчас поясню. В буддизме 3 характеристиками бытия, признаками существования существ считаются непостоянство анитья, неудовлетворенность или страдание дукха и отсутствие неизменного я анатман. 4 благородные истины – одно из базовых учений буддизма, которого придерживаются все его школы. 4 благородные истины сформулировал Будда Шакьямуни, и кратко их можно изложить так. Существует страдание, существует причина страдания, жажда, привязанность, страстное желание. Существует прекращение страдания, нирвана. Существует путь, ведущий к прекращению страдания, благородный 8-ричный путь. 8-ричный путь, благородный 8-ричный путь, путь, указанный Буддой, ведущий к прекращению страдания и освобождению от сансары, лежит, будучи срединным путем посередине между приверженностью мирским удовольствием и самоистязанием. Теория взаимозависимого возникновения в буддийском учении, концепция причинности, разработанная в попытке уяснить причины страдания и способы избавления от него, представляет собой объединенное взаимодействие различных причинных факторов или условий для формирования результата. Теории, разработанные в этом процессе, определялись ориентацией на преимущественно религиозно мотивированную практику жизни. И впоследствии религиозный элемент стал доминировать в дискурсах, проводимых в рамках буддизма в Японии, начиная с периода Хэйан. Можно сказать, неофициальное внедрение буддизма в Японии началось в период Кафун. Инициатива исходила от корейских переселенцев из Пэкче. В дальнейшем буддизм, появившийся с претензией на универсальность и при этом толерантный, был включен в Конституцию 17 статей. Конституция 17 статей, Кэмпо Дзюшитидзё, дословно законоположение в 17 статьях, старейший законодательный акт Японии, заключенный принцем Сётоку в 604 году. Содержит 17 статей, созданных на буддийской и конфуцианской идеологической основе. Статьи требуют от аристократов и чиновников соблюдения монархического порядка и гармонии в государственных делах. Специфическая форма буддизма, впервые практиковавшаяся в Японии, магический ритуальный буддизм, похожий на традиционные народные верования, объясняет характерную для древних японских мыслителей манеру придавать меньшее значение взаимоисключающим и соперничающим последовательным, но абстрактным теориям, но отдавать предпочтение в спорах той, которая была более всеобъемлющей и наиболее согласованной с уже сложившимися представлениями. Это также привело к быстрому отождествлению местных божеств ками с буддизмом, и выразилось это в так называемом симбуцу шуго. Синто-буддийский синкретизм или симбуцу шуго. Симбуцу шуго – эклектическая концепция взаимопроникновения 2 восточноазиатских религий, синтоизма и буддизма, а также явление их гармоничного сосуществования в Японии с X века по 1868 год. Затем буддизм был официально введен в Японии при императоре Кимэй Тенно. В этом контексте буддизм последовательно превращался в поддерживаемую государством религию, соответствующие учения, доктрины, философии были поддержаны. В
последние десятилетия периода Асука начались реформы Тайка но Касин, обновление Тайка, крупнейшие социально-политические преобразования в истории Древней Японии, которые были проведены в 7-8 веках, а также была введена система Рицурё, Рицурё-сей, система уголовного и гражданского права или правовая система, политико-правовая и социально-экономическая система централизованного японского государства 7-11 веков, которая базировалась на уголовном рицу и гражданском рё праве, определенном древнеяпонскими кодексами Тайхо-Йоро и другими законодательными и подзаконными актами. Центральной идеей этих политико-правовых реформ было объединение империи под властью единого правителя Тенно, упразднение или ослабление старой знати, а также реализация принципов наказания и поощрения за все государственные добродетели посредством тотального верховенства закона и легитимизации повышения эффективности правления и администрации посредством сознательной критики и методичного недоверия. Хотя очень немногие из этих требований были фактически реализованы в долгосрочной перспективе, эти концепции государственной философии и этики, явно соответствующие конфуцианству и легизму, тем не менее оказались актуальными для дальнейших философских дискуссий в японской истории. До противостояния с неоконфуцианством в период Эдо эти философские идеи также в основном принимались некритично, в отличие от дискурса внутри буддизма. В Конституции 17 статей утверждалась идея универсального государства и выдвигались такие идеалы, как благожелательность или человечность, гуманность, совершенная нравственность, справедливость, мудрость, надежность, верность и гармония. В Конституции упоминаются китайские труды Лунь Юй, Ли Ци, Цо Чуань, Шу Цин, Ши Цин, Хань Шу, мыслитель Сюнь Ци. Другой вспомогательной идеей являлась идея простого человека, которая использовалась для аргументации правдоподобности и возможности внедрения принципа гармонии. Общие нормативные акты, разъясняющие и объясняющие конкретные законодательные изменения, напрямую ссылались на государственно-философские идеи конфуцианства и легизма в своей терминологии. Было усилено влияние инь и ян в виде, например, идеи гармонии через использование закона и развитие конфуцианской философии. Идеи гармонии развивались через единство неба и земли, что соответствует единству правителя и подданного, а также единству человека и природы, многообразии вещей мира. Плюс была критика суеверий. Центральными темами буддизма периода Нара были понятия шуньята, пустота, взаимозависимое возникновение, дхарма, дзокутай, мирская истина, житейская истина, шинтай, высшая истина, абсолютная истина, нирвана и природа Будды. Многие были единодушны в том, что дзокутай является бессущностным и условным, что дхармы бессущностны и возникает лишь условно. Многие школы интерпретировали вступление в нирвану как реализацию определенного истинного способа существования, который выражается в следующем поведении: не убивать, не красть, не прелюбодействовать, не лгать, не злословить, говорить благоразумно. Это золотые правила, это соответствует онтологизации этических вопросов. Привет! Я продолжу говорить о японской философии. Произошло утверждение в Японии эзотерического буддизма Кукаю. Он был основателем школы Сингон, Сингон-сю, и значительное влияние обрела школа Тендай, Тендай-сю. Итак,
Поясняю. Кукай – море пустоты. Крупный религиозный, культурный и общественный деятель Японии начала эпохи Хэйан. Основатель буддийской школы Сингон, Сингон Сю. Носитель титула Кобо Дайси, великий учитель. Распространитель Дхармы. Вместе с Сайтё, основателем японской буддийской школы Тендай, Тендай Сю, возглавлял процесс перехода от буддизма Нара к буддизму Хэйан, принеся из танского Китая учение буддийской тантры Миккё. Известен как мастер каллиграфии, признан одним из 3 величайших каллиграфов своей эпохи. Сингон, Сингон Сю – школа мантры, одна из основных буддийских школ Японии, принадлежащая направлению Ваджраяны. Слово Сингон означает истинное правильное слово или мантра, молитвенная формула. Школа возникла в период Хэйан, основатель школы – монах Кукай. Тендай, Тендай Сю – одна из основных буддийских школ Японии, возникшая из одноименной китайской школы Тянтай Цун. Называется также школой лотосовой сутры. Обе школы отличались детальной разработкой новой метафизики, сильно ритуализированной эстетики, но в то же время акцент академического интереса был сделан на религии в гораздо большей степени, чем на философии. Мифология и магические ритуалы также играли большую роль в буддизме школы Сингон и школы Тендай и сыграли важную роль в дальнейшем развитии буддизма в Японии. Философия школы базируется на учении Махаяны о пустоте, объединяя философию Мадхьямики с учением о беспрепятственной возможности для всех живых существ стать Буддами или же о присутствии Будды, природы Будды в каждом живом существе. Учение Тендай комбинирует теории и практики многих школ, включая философские школы Дзен, Сингон и Кэгон. Поясняю следующие понятия. Шуньята – пустота – центральное понятие буддийской школы Мадхьямака и всего махаянского буддизма, обозначающее отсутствие постоянного «я» у личности и самобытия у явлений, или отсутствие собственной природы вещей, феноменов, дхарм, ввиду их относительности, обусловленности и взаимозависимости. Мадхьямака или Мадхьямика – срединность, одно из 2 основных наряду с Ягачарой философских направлений буддизма Махаяны. В центре почти всей полемики в буддийской антологии был вопрос о реальности дхарм. 2 важнейшие идеи Тендай – доктрина в одном акте сознания, 3000 миров и концепция единого ума. Особенностью японской школы является также и частичное сочетание с тантрическими практиками. Школа Тендай рассматривала внутренние и внешние учения, под внутренним понималась тантра. В буддизме тантра – составная часть школы Ваджраяны, связанная с практикой пограничных состояний, просветленных состояний, смерти, промежуточных состояний между смертью и следующим рождением. Тантра понимается как практика достижения окончательного результата, плода состояния Будды. И доктрина в одном акте сознания 3000 миров, и учение о едином уме тесно связаны с космологическими представлениями буддизма, прежде всего с воззрением, согласно которому каждый тип живых существ и его место пребывания могут рассматриваться двояко, как особый уровень развертывания сознания, как соответствующий ему мир. Таких миров традиция насчитывает 10, прежде всего это 6 миров сансарических существ, адов, голодных духов, животных, людей, титанов, асуров и божеств. К этим мирам сансары добавляются еще 4 мира благородных личностей, мир шраваков, братья Кабуд, Бодхисаттв и мир Будды. Каждый из этих миров присутствует в любом другом мире. Миры как бы проникают друг в друга. Мир адов присутствует в мире Будды, а значит, природе Будды присуще не только добро, но и зло. Но также и мир Будды присутствует в адах. Умножение 10 на 10 дает 100 миров. Каждый мир рассматривается еще в 3 отношениях, каждый из которых тоже получает статус особого мира. Мир существ – рассмотрение каждого мира в аспекте населяющих его существ. Мир 5 скандх – рассмотрение каждого мира в психологическом аспекте, как уровень развертывания сознания существ. Мир страна – рассмотрение каждого мира как вместилище живых существ. Умножение 10 миров на 3 дает 30 миров. Далее следует перемножение уже имевшихся 100 миров и полученных 30, что и дает число 3000. Все 3000 миров не только существуют объективно и содержат сознание живых существ, но они опираются на абсолютно единый ум Будды. Каждый акт этого ума полагает эти миры целиком и полностью.
В лотосовой сутре Будда говорит, что только глупцы отождествляют его с Сиддхартхой Гаутамой, который обрел пробуждение под деревом Бодхи. Будда пробужден извечно, он никогда не рождается и никогда не умирает, поэтому Будда есть истинная сущность, подлинная реальность, как всей Вселенной в целом, так и каждого существа в отдельности. Все наделено изначально просветленной природой Будды. Школа Сингон концентрирует особое внимание на сутрах, которые происходят от Будды Махавайрачаны, Дайнити, Нёрай, Великое Солнце, которые представляют собой высшее тело Будды, Дхармака и высшую реальность. Наиболее почитаемые сутры Махавайрачаны – сутра о Великом Солнце, Махавайрачана сутра или Дайнити Кё и сутра об алмазном венце, Кангё Тё Гё. Будда Шакьямуни в соответствии с подходом Махаяны интерпретируется как одна из многих манифестаций Махавайрачаны. Согласно трактату Кукая «Передача Дхармы», Бодхисаттва Ваджрасаттва получил учение непосредственно от Махавайрачаны и запечатал эти сутры в железной ступе в Южной Индии. А спустя 800 лет после Будды Шакьямуни Нагараджуна Рюдзю распечатал железную ступу и открыл сутры для людей. Медитация в Сингон представляет собой сложный процесс активности тела, речи и ума с использованием также мандалы мира алмаза, конгокай, мандалы мира чрева, Тайдзокай, созерцание полной луны, символ просветленного ума. Все это связано с разными манифестациями Будды Махавайрачаны. Кукай в своем сочинении Хидзо Хаяку, части сочинения Химицу Мандара Дзюдзюсин Рон, драгоценный ключ к тайной сокровищнице, дает следующую схему 10 стадий на пути к просветлению, характеризуя иерархию учений. Первая стадия – переход, определяемый влечением и желанием. Вторая стадия – ориентация на этику и культуру конфуцианства. Третья стадия – стремление к бессмертию или перерождению, даосизм. Четвертая стадия – знание об отсутствии «я». Пятая стадия – понимание теории взаимозависимого возникновения. Шестая стадия – сознание Махаяны, путь Бодхисаттвы, которые признали, что материальный мир – творение их собственного ума, они раскрывают единое сознание. Седьмая стадия – срединный путь, понимание своей нерожденности, Мадхьямака, признающая неотличимость материи от пустоты, определяющая два уровня истины и определяющая способы познания пустоты. Восьмая стадия – понимание изначальной чистоты сознания. Девятая стадия – понимание изменчивости собственной природы. Десятая стадия – просветление как эзотерическое сознание. Кукай интерпретировал Будду как тело Дхармы, Дхармакая, Махавайрачана, который возвестил две сутры Сингон. Идентификация Махавайрачаны с телом Дхармы, то есть с высшей реальностью, была знаменательным шагом буддийской философии, так как тело Дхармы стало полностью трансцендентным. Все феномены Дхармы указывают на высшую реальность, то есть Махавайрачану, и в то же время являются выражением этой реальности. Достижение просветления означает реализацию сияющего сознания, наиболее тайного и святого. Кукай учил, что человек изначально способен благодаря милосердию Махавайрачаны и индивидуальной практике в йога-самадхи здесь и сейчас почувствовать реальность, стать Махавайрачаной. В трактате «Разъяснение смысла утверждения стать Буддой в этом теле» Кукай объяснил свою трактовку Махавайрачаны как тело Дхармы, состоящее из 6 изначально имеющихся первоначал. При этом оно имеет 3 составляющие, 6 великих элементов, 4 мандалы и 3 тайны. Эти составляющие соответствуют естеству, виду и действию тела Дхармы Махавайрачаны. 6 великих элементов – это земля, вода, огонь, ветер или воздух, пространство и сознание. Они формируют всех Будд, все психические и физические миры. 4 мандалы, согласно Кукаю, это Маха-мандала Вселенная, то есть Махавайрачана с точки зрения его физического продолжения. Самая мандала, та же Вселенная с точки зрения присутствия намерения Махавайрачаны. Дхарма-мандала, та же Вселенная с точки зрения развертывания истинности Дхармы. Карма-мандала, та же Вселенная с точки зрения активности кармы Махавайрачаны. 3 тайны – это сверхрациональные действия тела, речи и ума Махавайрачаны.
привет! Я продолжаю говорить о японской философии. В данный период возник целый ряд новых буддийских школ, большинство из которых были основаны монахами, придерживающимися традиций Тендай, Тендайсю, Шу. Они впервые обратились не только к знати, но и ко всему простому народу. С помощью новых представлений философской антропологии было предложено спасение еще в земной жизни. Что возможно, спасение в эпоху, определяемую стихийными бедствиями и войнами. Наиболее значительные из этих школ можно отнести к амидаизму, к школе чистой земли, и дзен-буддизму. На сегодняшний день они остаются одними из самых влиятельных буддийских школ в Японии. Не только в дзен-буддизме особенно подчеркивается склонность страдающих существ к просветлению своими собственными силами. Это именуется дзирики. В общем, это японский буддийский термин, обозначающий самосилу, способность достичь освобождения или просветления собственными усилиями. В основе учения школы чистой земли лежит вера в спасительную силу Будды Амитабхи, некогда поклявшегося даровать рождение своей чистой земле, Сукхавати, западный рай, всякому верующему в него и призывающему его имя. Школа чистой земли содержит логически аргументированное ядро, призванное обосновать обращение к вере. Данная школа подвергла критике традиционную концепцию буддийской практики, согласно которой просветление достигается путем осознанного занятия буддийскими дисциплинами. Было установлено новое понимание веры. В общем, последователи этой школы подчеркивают, что освобождение от сансары достигается не собственными силами, а благодаря спасительной силе другого Будды Амитабхи. Необходимость опоры на силы Будды Амитабхи объясняется последователями этой школы, исходя из принципа угасания способностей существ в эпоху конца учения, когда люди уже не способны понимать сложности буддийской философии, заниматься изощренной техникой йоги, поэтому им остается лишь возложить все свои надежды на спасительную силу сострадания Амитабхи. В отличие от школы чистой земли, мастер Дзен Доген, который основал школу Сото Сю Шу в Японии, придерживался позитивной ориентации на буддийскую практику. Однако это не средство для достижения цели, а это уже и есть цель. Практика способна позволить каждому принять участие в уже существующем, но еще не проявленном просветлении, поскольку эго в состоянии неконтролируемого отсутствия ума, мышления не способно определить перспективу опыта, возможно непосредственное понимание истинной сущности вещей, феноменальной реальности, поскольку в этом состоянии эго по сути отсутствует. Оно, согласно Догену, идентично состоянию просветления. Перенося эту медитативно переживаемую практику отсутствия мышления, ума и, следовательно, предопределенного значения в реальность повседневной жизни, можно также дать возможность разорвать круг самоутверждающихся предрассудков эго и осознать истинную относительную адекватность значения опыта в постоянном изменении контекстов реальности. Понять, что такое постоянное просветление, возможно даже за пределами медитации дзадзен. Дзадзен – сидячая медитация, медитативная практика, являющаяся основополагающей в буддизме дзен. В отличие от традиционной буддийской медитации, целью которой является достижение сатори, внутреннее персональное переживание опыта постижения истинной природы через достижение состояния одной мысли. Первой основной задачей дзадзен считается успокоение тела и проникновенное понимание феноменов существования. Только с годами практики сидячая медитация может привести к состоянию отсутствия ума, пробуждения и реализации природы Будды практикующего. Дзен-буддизм часто отвергает философские размышления, однако в дзен-буддизме присутствует такое явление, как коан.
Это короткое повествование, вопрос, диалог, обычно не имеющий логической подоплеки, зачастую содержащие логизмы и парадоксы, доступные скорее интуитивному пониманию. Цель Каана – придать определенный психологический импульс ученику для возможности достижения просветления или понимания сути учения. Европейским аналогом может служить христианская притча, но Каан ни в коем случае не следует переводить или понимать так, поскольку ни мораль, ни религия почти никогда не имеют отношения к сути любого отдельно взятого Каана. Привет, я продолжаю говорить о японской философии, это 5-я часть. Объединение Японии привело к длительному и стабильному состоянию мира, которое также положило начало периоду Эдо. Период Эдо, исторический период Японии, время правления клана Токугава, начался с назначения Токугава Ияса сёгуном в 1603 году, завершился в 1868 году. Были проведены радикальные политические реформы, направленные на высокоцентрализованное управление страной во всех сферах общественной жизни. Спустя несколько десятилетий после начала этих мер было также принято решение о закрытии Японии. Это должно было почти полностью оградить Японию от всех внешних воздействий в течение почти 200 лет. Это именуется самоизоляцией Японии или сакоку. Во второй половине XVI века с введением христианства в Японии римско-католической миссии западная философия также была впервые представлена Японии, по крайней мере частично, посредством перевода произведений, таких как «О душе» Аристотеля, «Исповедь Аврелия Августина», что в дальнейшем привело к интеллектуальному взаимодействию с буддийскими учеными. После запрета христианства и закрытия Японии, японские мыслители могли заниматься западным учением, а также философией только через рангаку. Рангаку – это свод европейских научных знаний, проникавших в Японию в период действия политики Сококу, преимущественно через голландскую торговую факторию на насыпном островке Дэдзима в гавани Нагасаки. До 1720 года распространение западных знаний в японском обществе считалось довольно опасным. Со времен Бакумацу немецкая философия не только нашла серьезный отклик у японских ученых. Нише Амане, философ периода Мэйдзи, внес весомый вклад в этом отношении, и не только. Он перевел тексты немецкого философа Иммануила Канта. Думаю, сейчас я немного о нем поговорю. Японский философ, интеллектуал Нише Амане 2 года учился в Лейденском университете в Нидерландах. Нише Амане увлекался западной философией и понял, что это интеллектуальное стремление лежало в основе западной цивилизации, поэтому по возвращении в Японию он стремился распространить западную философию, с которой соприкоснулся, чтобы помочь преодолеть интеллектуальный разрыв между Востоком и Западом. Нише привез в Японию такие философские направления, теории, как позитивизм, утилитаризм и эмпиризм. Благодаря Нише Амане позитивизм смог процветать в Японии в период Мэйдзи. Это дало японскому народу шанс на стабилизацию и понимание в обществе и культуре, которые претерпевали быстрые революционные изменения. Для Нише позитивизм был западным аналогом восточных практических исследований с акцентом на иерархию знаний, аналогичную конфуцианству. Переводы по изучению утилитаризма Нише также были хорошо восприняты, потому что утилитаризм продвигал социальное над индивидуальным.
Утилитаризм также способствовал модернизации Японии, потому что Нише и другие применили его для обоснования, для улучшения экономики, промышленной сферы, коммерческой сферы и так далее. Что касается эмпиризма, Нише считал, что практические исследования вместо абстрактных рассуждений должны быть превалирующими, чтобы каждый человек мог достичь понимания истины. В 1868 году Нише перевел и опубликовал международное право. Он также опубликовал энциклопедию. Нише разделил философию на множество подтем, назвал логику наиболее важной. Он отверг дедукцию. В 1873 году Нише помог основать первое в Японии научное просветительское общество, исключительно для академиков, а не для политиков, известное как Мейракуша. Цели этого общества состояли в том, чтобы обучать и просвещать людей, потому что они верили, что Япония нуждается в просвещенном населении, чтобы понимать и выполнять свои политические и моральные обязанности по модернизации. Нише чувствовал, что если новое государство станет просвещенным, каким оно должно быть, то больше не будет никакого конфликта. Нише был уникален тем, что он придерживался взгляда на японскую модернизацию, в котором он примирял традиционное конфуцианство с западной философией и прагматизмом вместе, чтобы определить правильный путь для Японии. В своей книге, опубликованной в 1874 году, он зашел так далеко, что полностью отверг конфуцианскую этику как более неподходящую для Японии, но был осторожен, чтобы не отвергать японское наследие. Эта публикация была оригинальным исследованием Нише, посвященным двум основным темам – разделению политики и морали и различию между человеческими и физическими принципами. Что касается первой темы, Нише чувствовал, что поздние сторонники конфуцианства, которые предполагали, что самосовершенствование – это все, что необходимо для управления обществом, были неправы. Нише попытался разорвать философскую связь между моралью и политикой, потому что он думал, что хотя они преследуют одну и ту же цель – улучшить жизнь людей, они используют разные методы для достижения этой цели. Для Нише мораль – это вездесущая вещь, существующая в каждой человеческой деятельности, но закон строго ограничен определенными аспектами человеческих отношений. Хотя мораль должна опираться на закон в политике, чтобы поддерживать порядок, именно мораль, а не закон, в конечном итоге проникнет в сознание людей и сформирует их ценности. Нише завершает эту первую тему идеей о том, что когда речь заходит о цивилизации, политика – это механизм, а мораль – это смазка, которая отвечает за поддержание механизма в рабочем состоянии. Во второй теме Нише впервые на Востоке определил взаимосвязь и различия между человеческими принципами и физическими принципами. Он понимал, что физические принципы и законы являются априорными предпосылками существования общества, тогда как человеческие принципы и законы являются постериорными устройствами, производными от этих физических принципов и законов. Поскольку человеческие принципы апостериорны, они обладают бесконечными возможностями развлечения, большей гибкостью при чувствиях. Нише считал мораль и закон человеческими принципами. Однако это не означает, что он считал мораль рукотворной. Скорее, есть чувства, которые существуют у всех людей. И человеческая воля зависит от того, чтобы действовать в соответствии с теми моральными чувствами, которые постоянны в человеческой природе. Проницательность Нише привела к тому, что на Востоке впервые было высказано мнение о том, что человеческое общество на самом деле не является продуктом неизменной структуры Вселенной. Таким образом, Нише открыл людям простор для того, чтобы отвлечь внимание от неизбежности социальной иерархии. Вместо конфуцианского раболепия и бережливости он призывал всех японцев стремиться к достижению цели по здоровью, знаниям и богатству. Или тому, что он назвал тремя сокровищами – здоровье, знание и богатство, чтобы общество поддерживало баланс этих трех сокровищ. Нише считал, что люди не должны неуважительно относиться к сокровищам других, что люди должны помогать другим в приобретении их сокровищ. Таким образом, если бы три сокровища были почитаемы и сохранены, все общество было бы независимым и свободным. Более того, Нише считал, что японское правительство также должно нести ответственность за поощрение, стремление к этим трем сокровищам в обществе. В Японии использовались тексты неконфуцианства, привезенные в Японию в XV и XVI веках. Но особенно внимательно были изучены такие философы, как Чуси и Ван Янмин.
Были разработаны исследования, которые подготовили почву для развития зарождающегося в период Мэйдзи японского национализма, который в конечном итоге завершился обожествлением национального устройства Японии. Все это сыграло важную роль в дальнейшем философском развитии Японии до конца Второй мировой войны. В категории эстетики были продемонстрированы новые идеи, например, это выражалось через термин «кокоро», что всем существам присуща склонность к чувствительности, которую можно раскрыть во всем реальном мире с помощью серьезной поэзии или религиозной деятельности. Привет! Я продолжу говорить о японской философии. Это 6-я и последняя часть. После того, как черные корабли Мэтью Перри принудительно открыли Японию для международной свободной торговли, полная модернизация общества стала для Японии неизбежной необходимостью, чтобы избежать угрозы колонизации западными державами. Связанный с этим импорт западных изобретений, который значительно увеличился и охватил широкие слои населения, привел к тому, что японские мыслители впервые активно и непосредственно познакомились с западной философией в философском отношении. Впервые это произошло в созданных по западному образцу высших учебных заведениях, в которых преподавали иностранные ученые. В то время самые современные мыслители и философы западного, прежде всего англоязычного мира, были одновременно переведены и изучены на японском языке, в том числе, например, Джон Стюарт Миль, Джереми Бентам, Герберт Спенсер и Чарльз Дарвин. Французские философы были переведены на английский язык, такие как Жан-Жак Руссо, Монтескьё и не только. Восприятие западных духовных традиций имело место и в либерально настроенном интеллектуальном обществе Мэра Куша. Члены данного общества в основном имели начальное классическое образование и были знакомы с западными языками. Общество было чем-то вроде универсального центра по вопросам, касающимся западной культуры и модернизации. Однако с ужесточением законов о печати интеллектуальное влияние заметно стало ослабевать, однако члены Мэра Куша продолжали встречаться более или менее регулярно примерно до 1900 года. Выдающимися мыслителями периода Мэйдзи являются Фукудзава Юкичи и Ниши Амано. Фукудзава Юкичи, которого воспринимали прежде всего на политическом уровне, придерживался исторического прогрессивного мышления. Он поставил диагноз феодальной Японии того времени, такой, что стране нужно развиваться. Начиная с произведения «Поощрение обучения», он полностью раскрывал свою позицию, уже не просто знакомясь с западной культурой, а выступая с критикой феодальной идеологии и утверждая необходимость всеобщего образования. С позиции теории естественных прав человека и позитивизма Фукудзава Юкичи обращался к широкой читательской аудитории с призывом покончить со старым феодальным прошлым, отказаться от сословных предрассудков и старой конфуцианской науки, овладеть практически необходимыми знаниями. Он утверждал право каждого на свободу, равенство, независимость. Также Фукудзава Юкичи опубликовал одну из наиболее известных своих книг «Краткий очерк теории цивилизации». В этом произведении Фукудзава выступал как глубокий мыслитель. Он выдвигал необходимость крушения феодальной морали, как пережитка прошлого, впрочем, и не только. Что касаемо Ниши Аманы, о нем я уже говорила немного в 5-й части. Он выступал против традиционного мышления, прежде всего неоконфуцианства, основанного на циклическом понимании времени, поскольку в нем не было терминов для прогрессивного мышления. Усилия Ниши были направлены на предоставление объективному знанию автономии. Он считал устаревшим сочетание этического и онтологического знания. Многие императорские университеты находились под сильным влиянием немецкой философии. В Токийском императорском университете немецкий философ Людвиг Буссе читал лекции по философии Иммануила Канта. Он популяризировал неокантианство и подчеркивал важность истории философии для изучения философии.
Однако правительство Мэйдзи поощряло борьбу с немецким идеализмом, поскольку рассматривало его как противовес либеральному гражданскому чувству, пробужденному западными идеями. С окончанием периода Мэйдзи, период интенсивного усвоения западных духовных традиций, можно считать в значительной степени завершенным. И с этого момента стало возможным уже покритически смотреть на западную культуру. Киотская школа, близкая к философии существования, направление японской философии, основоположником которого является Нишида Китаро. Свое название школа получила от университета в Киото. Одной из центральных философских тем, рассматриваемых Киотской школой, является тема абсолютного «ничто, небытия». Ученик Китаро Нишитани Кейти углубил идеи небытия и самосоздания из него человека. В идее небытия соединяются ничто Хайдеггера и пустота буддизма. Человек в киотской школе понимается как социальный индивид, создающийся в процессе диалога с другим. Местом этого диалога является пространство басё. Таким образом, киотская школа была свободна от индивидуализма и субъективизма, утверждая первичность пространства и общества по отношению к индивидууму. Даже природно-социальные условия, климат влияют на формирование человека. При этом обусловленности внешними силами не наблюдается, так как большая роль отводится спонтанности. Именно в процессе сложного взаимодействия наступает самопробуждение личности. Нишида Китаро обычно считается одним из самых важных японских философов современности. Нишида Китаро оказал значительное влияние на становление современной японской философии. Его попытка сочетания западной методики и терминологии с восточными идеями до сегодняшнего дня является актуальной. В западноевропейской философии на его мировоззрение повлияла немецкая классическая философия и феноменология Эдмунда Гуссерля. Из современных направлений его взгляды наиболее близки к философии существования. Нишида Китаро был убежден, что на пути к истине необходимо совместное рассмотрение вопросов философии и религии. В качестве примера указывал на индийскую и древнегреческую философии. Оригинальная философия Нишиды Китаро включает идеи как дзен-буддизма, так и западной мысли. Согласно его концепции логика басё, противоположность объективного и субъективного преодолевается особым способом осознания себя, своеобразной борьбе противоположностей, которая определяет свойства субъекта к удержанию внутреннего конфликта, к охвату противоположных полюсов и перспектив. Также он доказывал отличие западной философии от восточной наличием последней идеи небытия, которую истолковывает с позиции дзен-буддизма как всеохватывающий универсум. Одним из ключевых понятий философии Нишиды Китаро является самопостижение. Оно достигается с помощью взаимодействия интуиции и рефлексии. После Второй мировой войны киотская школа подверглась усиленной критике. Послевоенный период в Японии продемонстрировал множество различных новых философских подходов, многие из которых еще слишком молоды, чтобы можно было адекватно и объективно оценить их актуальность для мировой истории и философии. После окончания Второй мировой войны в Японии занялись аналитической философией.